Меня давно уже просили рассказать о гальваническом способе очистки от ржавчины. Он достаточно эффективен, дешев и безвреден. Нам понадобится диэлектрическая емкость, например, пластиковая тара или ванна, металлическая пластина, лучше из нержавеющей стали. Емкость заполняется электролитом, то есть раствором солей, кислот или оснований в воде. Можно использовать стиральную или пищевую соду, которые представляют собой, соответственно, карбонат и гидрокарбонат натрия, либо каустическую соду, гидроксид натрия. Поваренную соль, хлорид натрия использовать нельзя по причине выделения хлора. Пластина подключается к плюсу источника питания и становится анодом, а очищаемая деталь подключается к минусу и становится, соответственно, катодом. Для эффективной очистки мощность источника питания должна быть такой, чтобы обеспечить плотность тока в 5-10 ампер на квадратный дециметр. Соответственно, необходимый ток можно вычислить по следующей формуле. Величина тока также зависит от концентрации электролита и его температуры. Количество растворенного в воде вещества подбирается опытным путем. Итак, берем пластиковое ведро и наполняем его водой так, чтобы наша деталь погрузилась в нее полностью. Я буду использовать кальцинированную соду, старые запасы которой обнаружились в гараже. Я ее не покупал, но уверен, что ее можно найти в любом хозяйственном магазине. Также она входит в состав почти всех стиральных порошков, но я бы не стал использовать стиральные порошки в качестве электролита. Здесь я кладу полпачки стиральной соды на пол ведра воды. Это достаточно много, но зато позволит использовать источник питания низкого напряжения. Старая сода слежалась, и поэтому оставим ее на некоторое время для растворения. Я собираюсь очистить сразу две детали, поэтому соединяем их проводом. Важно обеспечить хороший электрический контакт с чистым металлом, не покрытым ржавчиной. Ржавчина имеет довольно высокое электрическое сопротивление. Если чистых поверхностей нет, необходимо их создать, и лучше использовать болтовые соединения. Перемешиваем раствор до полного растворения комков соли. Загружаем наши детали. Преимуществом использования пластиковой емкости является то, что приходится меньше заботиться об изоляции электродов. В качестве электрода я использую пластину из нержавеющей стали. В идеале положительный электрод должен быть из графита или платины. Нужно подобрать такое положение деталей, чтобы не произошло замыкание с другим электродом. Источник питания должен обеспечивать на выходе постоянный ток, но в любом случае он должен быть достаточно мощный. Про телефонные зарядники и батарейки лучше забыть. Важно не перепутать полярность проводов. Плюс на пластину, минус на деталь. Доливаем воду, чтобы деталь скрылась полностью. При данной концентрации электролита ток электролиза 10 ампер мы получаем при напряжении 6 вольт. Тут я использовал тонкую стальную проволоку для обвязки деталей. При больших токах провода сильно нагреваются и могут расплавить пластиковую емкость. Лучше использовать медные провода большего сечения. Время от времени, примерно раз в полчаса, необходимо извлекать детали из электролита и очищать их металлической или пластиковой жесткой щеткой. В ходе реакции электролит достаточно сильно разогревается и может даже закипеть. Нужно использовать емкость из достаточно термостойкого материала и в процессе электролиза контролировать температуру раствора. Если раствор перегревается и вскипает, необходимо использовать большую емкость и больший объем электролита, или же уменьшить ток. Преимущество данного способа очистки перед другими – это отсутствие запаха, ядовитых газов и пыли, что позволяет производить его в домашних условиях. При электролизном способе очистки удаляется также полностью или частично лакокрасочное покрытие. Еще немного химии. Процесс электролиза можно записать одним общим уравнением. На катоде у нас выделяется водород, а на аноде кислород и, предположительно, углекислый газ. На катоде ржавчина, которая представляет собой смесь оксидов и гидроксидов железа, восстанавливается до атомарного железа. Для примера я запишу только одну реакцию восстановления. В интернете не утихают споры насчет того, какие все-таки реакции происходят в действительности. Профессиональным химикам, видимо, это не интересно, а любителям достаточно знать общий принцип действия. Я назвал этот метод безвредным, но не безопасным,
так как образуется большое количество водорода и кислорода. Работу необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. Вообще, выделение водорода в этом процессе имеет важное значение. Нам повезло, что водород выделяется на детали в двойном объеме. При достаточной плотности тока пузырьки газа отрывают частицы ржавчины, тем самым ускоряя процесс очистки. Нужно отметить, что не существует способа вернуть детали тот объем материала, который уже съеден ржавчиной. Можно существенно увеличить скорость и эффективность процесса, если использовать не пластину, а полностью емкость из нержавейки. В этом случае плюс источника питания подключается непосредственно к емкости. Деталь подвешивается или укладывается на диэлектрические решетки. Как видно, электрод, сделанный из нержавеющей стали, абсолютно не пострадал. Однако есть сведения, что электрод из простой стали со временем окисляется и разрушается. После извлечения из электролита детали необходимо промыть в проточной воде. Процесс очистки завершен, и мы видим некоторую пятнистость очищенных деталей. Изначально не ржавые участки деталей остаются светлыми, а ржавые участки после обработки становятся черными. В зависимости от назначения детали, дальше она может быть подвергнута дополнительной механической обработке, шлифовке, полировке и так далее. В данном случае я за красотой не гонюсь, для меня важна работоспособность узла. После электролиза также облегчается разборка резьбовых соединений. Проще говоря, болты легче выкручиваются. Чтобы предотвратить появление свежего налета ржавчины, необходимо детали просушить феном и смазать поверхности защитным слоем масла. Я использую для этой цели смесь масла и керосина. На этом тему об электролизе можно считать исчерпанной. Есть идеи о создании вместительного реактора из нержавеющего бака для очистки большого количества ржавого инструмента. Но это все в планах. А сейчас пока закончим с резцесодержателем. Проверяем на краску его нижнюю плоскость. Но не спешим хвататься за шабер. Деталь устанавливается на гранитной плите всегда на 3 точки. Важно эти точки найти и зашлифовать их, например, болгаркой с мелкозернистым кругом. Круг предварительно особым образом притупляется. Плоскостность восстановлена. Рукоятка будет потом покрашена и отполирована, а резцесодержатель будет установлен как есть.